Всем привет, друзья! В нашем сегодняшнем репортаже мы бы вас хотели познакомить с одной супер популярной моделью рефрижератора на базе Isuzu NPR75, колесная база LM. Эта колесная база позволяет сюда поместить 15-европалетный фургон. О всех подробностях мы вам в этом репортаже и расскажем. Наш полнокомплектный автомобиль состоит из трех компонентов: базовое шасси, изотермический фургон и холодильная установка. Итак, базовое шасси Isuzu NPR75LM. Isuzu, японский концерн, NPR, модельный ряд, 75, индекс полной массы, который обозначает полную массу 7,5 тонн, C-категорию. Колесная база LM – это самая длинная колесная база, которая позволяет вам сюда поставить фургон на 15 евро палет. Базовое шасси Isuzu относится к классу, где существует огромное количество конкурентов. Здесь и Iveco, здесь и Hino, даже Газон сюда затесался, Mitsubishi Fuso. Это вот самые основные и популярные. Hyundai HD78. Кучу представлено разных модификаций. Но в плане трансформации Isuzu в настоящее время по состоянию на 2019 год переплевывают всех. А именно, на базе 75-й модификации Isuzu существует версия дизельная, версия на метане. Существует версия полноприводная и с обычным, как у нас, приводом на задние колеса. То есть вы с учетом вашей специфики можете выбрать для себя наиболее удачную и подходящую модификацию. Еще раз, дизельная, метановая и полноприводная. Вот какая из этих трех модификаций вам нравится, вы себе такую можете и заказать. На наше базовое шасси распространяется гарантия 3 года, либо 200 тысяч километров по пробегу. Межсервисный интервал 20 тысяч километров. Под кабиной у нас располагается турбированный дизельный двигатель объемом 5,2 литра, мощностью 155 лошадиных сил. Агрегатируется он с механической 6-ступенчатой коробкой переключения передач. Я был на выставке и увидел, что у старшего брата Isuzu 75, модели Isuzu 90, появилась роботизированная автоматическая коробка переключения передач. Мы постараемся до этого момента добраться и его осветить. Но вы имеете в виду, что возможно старшую модификацию заказать на роботе. Таким образом, по заявлению представителей Isuzu, экономия расхода топлива составит примерно 2 литра на 100 километров пробега. Имейте это в виду. Тормозная система, установленная на нашем автомобиле, гидравлическая, с дисковыми тормозами. Из вспомогательных систем есть система ABS, система распределения тормозных усилий, а также система курсовой устойчивости. Комплектации кабин существует две: стандартная и люксовая. Люксовая отличается на 40 тысяч рублей, но я рекомендую вам ее все-таки брать, потому что за доплату в 40 тысяч рублей вы получаете электростеклоподъемники, вы получаете пепельницы, хотя курить вредно, вы получаете аудиоподготовку, то есть это провода и колонки, и вы получаете кондиционер. В принципе, 40 тысяч рублей не такая большая разница, чтобы на этом экономить. Наш заказчик дополнительно попросил установить ему сюда магнитолу, дополнительно попросил установить сюда тахограф. Штатный кондиционер при установке холодильного оборудования мы сохранили, а также, так как автомобиль будет гонять по межгороду, мы установили сюда аэродинамический обтекатель с вырезом под холодильник. У нас все по стандарту: сиденье водителя и 2 пассажирских сиденья, небольшой бардачок с этой стороны. Вот. А также хочу ваше внимание обратить о том, что в стандартной комплектации отсутствуют вот эти подстаканники. Они есть только именно в люксовой комплектации, поэтому берите, конечно, люксовую. Топливный бак у нас запираемый горловиной, его объем 140 литров. В принципе, для расстояния до 500 километров одной полной заправки вам должно этого хватить. У нас есть несколько человек, которые эксплуатируют аналогичные автомобили, и средний расход топлива у рефрижератора с их слов составляет примерно 20-21 литр на 100 километров. Таким образом, 140 литров вам хватит примерно даже, наверное, на 700 километров. То есть от Москвы до Питера. Имейте это в виду. Самое важное при подготовке рефрижератора — это, конечно, изотермический кузов. Мы огромное внимание уделяем его качеству.
При постройке этого автомобиля был выбран завод Центротранстехмаш. Габариты фургона, который мы сюда установили, таковые. Длина 6300, ширина 2600 и высота 2350. Это заводские размеры. Перемножая 3 этих размера, мы получаем 38 кубов по наружным габаритам. По внутренним габаритам у нас порядка 32 кубов внутреннего объема. По палетовместимости, еще раз напоминаю, 15 евро палет. Хотелось бы отметить один очень важный момент. Ребят, сейчас весовой контроль, развесовки по осям и все дела. Вот смотрите, на базе Isuzu NPR 75 LM при длине фургона 6,3 метров вы видите местоположение заднего колеса. Это наиболее оптимальное расположение. В данном случае у вас будет оптимально загружена задняя ось, а также передняя. Если есть определенные компании, которые предлагают это все хозяйство сделать еще длиннее, там, дотягивают аж до 6,8 метра, то есть на 16 евро палет, то есть это еще плюс полметра. Таким образом, если вы закажете себе длинный фургон и неравномерно загрузите свой автомобиль, бросив самое тяжелое в заднюю часть, у вас повышается риск аварийности, потому что машина будет, по-русски говоря, козлить. Имейте это в виду. То есть Isuzu NPR 75 LM база наиболее оптимальна для длины фургона 6,3 метра на 15 евро палет. Больше не целесообразно и неправильно. Фургон завода Центротранстехмаш высокой изотермичности. Для того, чтобы у нас внутри поддерживался температурный режим плюс 12, минус 18 градусов. По классификации европейской это режим FRC. Исполнение фургона самое базовое. Плакметалл снаружи и внутри, фурнитура оцинкованная, обрамление оцинкованное, задняя рамка оцинкованная, окрашенная. Толщина наших стен боковых, толщина утеплителя стен боковых 60, передняя крыша двери 80, пол 100 миллиметров. Самое приятное, что хочу отметить, вот хороший, качественный 5-лепестковый уплотнитель. На полу располагается сетчатая фанера с завода. Вы можете опционально заказать и рифленый алюминий, и заливной, и противоскользящий, какой вы пожелаете. На такую длину предусмотрено 2 плафона освещения светодиодных. Для удобного доступа внутрь фургона вы можете использовать вот эту лесенку, а также вот этот поручень. Для того, чтобы внутри этого объема 32 куба поддерживать температурный режим глубокой заморозки, минус 18 градусов. Оператор. Мы сюда по согласованию с заказчиком установили холодильную установку американскую, компанию Thermo King, модель V600 Max 30. Она универсальна, она работает как на охлаждение, так и на обогрев, и у нее в данном случае установлено 3 вентилятора на внутреннем испарительном блоке. Мощности холодильного агрегата на этом объеме достаточно, чтобы справиться с поставленной задачей. Заказывая фургон с такой шириной, не забывайте о том, что штатные зеркала под ширину 2,60 не предусмотрены. Поэтому при установке такого фургона разрезаются трубки, делаются вставки и выносятся зеркала, чтобы обеспечить тот же полный, необходимый, стопроцентный обзор. Итак, друзья, что у нас в сухом остатке? Полнокомплектный автомобиль-рефрижератор на базе Isuzu NPR 75 LM, колесная база LM. Мы имеем люксовую колесную базу с кондиционером, с кучей примочком по салонам. Мы имеем фургон высокой изотермичности производства завода Центротранстехмаш вместимостью 15 евро палет. Мы установили сюда мощное холодильное оборудование марки Thermo King модель V600 Max 30. Она работает как на охлаждение, так и на обогрев круглогодично. Все это хозяйство по стоимости базового автомобиля плюс стоимость опций составляет по стоимости примерно 3 миллиона 700 тысяч рублей, 15 евро палет. По ПТС у нас полная масса 7,5 тонн, С-категория, собственная масса примерно 4600. Мы на выходе получаем ПТСную грузоподъемность примерно около 3 тонн, потому что кузов большой, кузов тяжелый. Но, естественно, этот автомобиль грузит примерно до 4
до 5 тонн. И автомобиль, в принципе, с таким грузом прекрасно справляется. Все это хозяйство доступно для заказа у нас в автосалоне. Звоните, обращайтесь, будут ваши индивидуальные пожелания, мы их всех обязательно, конечно, учтем и построим еще лучший автомобиль непосредственно для вас с учетом всех ваших пожеланий. До новых встреч! С вами был Кирилл Сухин. Пока!